Здравствуйте, дорогие друзья! Вот посмотрите, какие я связала интересные тапочки. Они очень тепленькие. Шва нету ни здесь, ни сзади. Красивый задничек будет. Я его не обвязывала, мне хватило столько. Я одела на ногу, очень удобно, ножку хорошо облегает. По желанию можете сами потом обвязать. Швов нет в этих тапочках. Они связаны очень и очень просто. Как вы видите, полностью лицевыми петлями. Никаких тут нет наворотов, накручиваний. Простенько, удобно, тепло и главное красиво. Итак, начинаем мы с вами вязать. Сейчас я вас познакомлю с пряжей. Я брала и такие спицы, мне было удобно вязать ими вот переднюю часть. Потом перешла на такие спицы. Это у меня спицы 3,5. И эти круговые тоже мне 3,5. Мне сначала было этими удобнее вязать, потом я перешла на вот эти. Сейчас я вам покажу пряжу. Пряжа вот такая у меня. Это моток у меня, я брала его на моем сайте, который в Германии, Эмилио. Но этой пряжи уже там нет. Я сейчас посмотрела, хотела еще заказать, но ее уже нету там. 100 грамм, 180 метров. 50% шерсть, 50% полиакрил. Она теплая, толстенькая. Итак, приступаем, наверное, мы к вязанию. Я приготовила еще крючок, чтобы заделать кончики ниток. Там у нас будет 2 кончика. Ну, естественно, ножницы. И нам нужно будет совсем ненадолго 2 маркера. Так, пряжу сказала. На размер это 38, 37. Ну, если с такой пряжи, то где-то 37-38. Больше, наверное, не будет, потому что, ну, может и 39, если можно натянуть. Итак, приступаем к вязанию. Берем пряжу и набираем на спицы 10 петелечек. Я буду вязать сначала с этими короткими. Набираем 10 петель. Два ряда провяжем просто лицевыми. Кромочную снимаем и вяжем. Полностью тапочек весь будет у нас связан лицевыми петлями. Никаких рисунок, никаких дополнительных ниточек, цветов у нас не будет. Я хотела сюда и другой цвет вставить, но посмотрела по качеству. У меня такой пряжи нету больше другого цвета, только эта одна. Ну, думаю, вставить 50% шерсти, потом вставить 100% полиакрил, это будет ерунда. Поэтому я связала чисто однотонные. Второй ряд вяжем лицевыми. Из третьего ряда мы сделаем прибавочки. Кромочную снимаем. Дальше вот из промежутка или же накидом, как вам удобно будет. Я брала с промежутка. Добавить после кромочной 1 петлю, вытянуть. Дальше вяжем лицевыми, не довязывая кромочную. И вот подняла вот эту петелечку. Можете накидом добавить. Провязала 1 дополнительную лицевой и кромочную. Дальше вяжем лицевыми все петли. У нас уже 12 петель. Теперь добавим еще раз. Вот я беру из промежутка.
И вот у нас лежит петля, ниточка вот. Я ее подняла и провязала ее как петлю. И кромочная. У нас на спице сейчас 14 петель. И все. Это мы связали вот эту часть. Отсюда мы едем вот сюда вниз. И теперь мы вяжем дальше прямым полотном. У нас сейчас на спице 14 петель. И мы вяжем, считаем дорожки, чтобы у нас было 23 дорожки. Вот мы хвостик с правой стороны, и мы считаем. Первый ряд мы не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вяжем, вяжем, вяжем дальше, пока будет у нас 23 дорожки. Так, я вот связала, девочки, я начинала считать, вот этот я не считала, наборный ряд, вот 1, 2, 3, 4, 23 у меня ряда. Я замеряю сантиметром, от и до конца у меня 12,5 сантиметров получилось. Так, теперь мы убавим до 10 петель. Первую я сняла, потом 2 я перевернула вот так вот и провязала 2 вместе. Потом до конца, почти до конца, вяжем лицевыми. Теперь вот слева направо еще 2 вместе и кромочная. По изнанке мы вяжем все петли лицевые. У нас уже 12 петель. И еще раз мы также точно убавим. Кромочную сняли, 2 перевернули, 2 вместе провязали. И в конце также 2 вместе. Вот так вот. И кромочная. Теперь вяжем назад все лицевые. Вы заметили, да, что тапочек полностью связан лицевыми петлями. Это вязка плотненькая, теплая. Так, на спице у нас теперь 10 петель. 2, 4, 6, 8, 10. Здесь единственный раз я отрезала ниточку, потому что я не хотела добавлять петли одну сторону, потом опять возвращаться. Второй ряд будет у нас на одной стороне, здесь 1 ряд, здесь 2 ряда. Я начала набирать петли вот прям сверху. И было все ровненько у меня, одинаково тут, одинаково тут. Все было у меня аккуратненько. Так, вот закончилось у нас убавление. И вот прямо отсюда я набирала петли. Я набрала здесь 22 петли. Берем за 2 косички. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Теперь вяжем эти петли 10.
теперь здесь мы также добираем 22 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Так, и теперь мы вяжем туда-сюда поворотными рядами 12 рядов. То есть у нас здесь вот должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6 дорожек. Круговыми спицами сейчас неудобно вязать, поэтому я взяла вот такие спицы, а потом перейду уже на круговые. Я взяла 4 спицы, мне их хватило. Здесь у меня набранные петли, которые мы набирали, 22, здесь у меня 10. Последняя кромочная. Вот так и распределила. И вяжем потом туда-сюда. Вот у нас уже одна дорожка есть. Вяжем в одну, в другую сторону, пока будет у нас 6 дорожек. Так, смотрим. Вот я провязала. Сейчас мы померяем, что у нас тут получилось. Ну, это только часть тапочка. Ну, в общем, как-то вот так. Теперь нам нужно связать вот эту часть подошвы. Для этого я... Так, где моя ниточка? Так, ну я теперь уже возьму круговые спицы и дальше продолжу круговыми вязать. Вяжем. Здесь у нас 22 петли. Мы их провязываем. Будем убавлять средние 10 петель. Так, провязали. Теперь вяжем средние 10 петель. А вот эти две из 22, которые у нас на другой спице, мы вяжем 2 вместе одной изнаночной. Разворачиваем и вяжем опять 10. Теперь 2 вместе одной лицевой по изнанке.
Все, вяжем теперь только среднюю часть, пока у нас все петли до конца уйдут, вот эти. Провязали 10, 2 вместе. Опять провязали 10, 2 вместе. Так, смотрим, вот что у нас получилось. Это подошва. Сейчас померяю на ножку. Вот такая вот у нас получилась аккуратненькая красотища. Так, теперь что мы будем делать дальше? Так, дальше. Теперь нам вот на этом участке нужно добрать петли. Я набирала по 2 петли в каждую косичку. Вот берем сначала за нижнюю долечку косички, потом за верхнюю. Вот сюда 2 добавили, 3. То можно даже этим приподнять. Вот. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Разворачиваем наизнанку, провязываем их лицевыми. Так, провязали 10. Теперь провязываем средние петли пяточки, подошевки. Здесь я еще 2 вместе не убавляла. Так, теперь последние 2 вместе. И теперь нам нужно изнаночными добавить также эти 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, и дальше будем вязать. Так. У нас тут должно быть 32 петли. Посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Теперь вяжем туда-сюда, туда-сюда. Вяжем, 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 вяжем.
чтобы у нас было 30 дорожек. Если считать отсюда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Давайте я сейчас замеряю, сколько у меня тут сантиметров получилось. Ну, вот от начала 14 у меня здесь вот. Здесь у меня получилось 10. Ну, пока вроде мерять нечего. Итак, вяжем лицевыми в одну, в другую сторону поворотными рядами. Вы, в принципе, можете мерять на ножку теперь, чтобы, ну, до пяточки доставала. Будем вязать сюда до пяточки, потом будем уже пяточку убавлять. Итак, у меня 30 дорожек. Здесь я провязала уже нужное количество. Ну и в сантиметрах у меня здесь получилось, ну, где-то 18 сантиметров. Теперь у нас здесь 32 петли. Нам нужно средние 10 петель убавить. Мы провязываем с вами 11. Кромочная тоже считается. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вешаем сюда маркер. Теперь вяжем средние 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь тоже 11. 2, 4, 6, 8, 11. Сюда тоже мы вешаем маркер. Обычно я ими не пользуюсь, но они нужны. Так, вот сюда я лучше повешу его. 2 петли возвращаем назад. Вот у нас 2 петли. И третья у нас, которая идет уже с 11, мы их провязываем 3 вместе. Вот. Изнаночными. В принципе, тут маркер уже не нужен. Разворачиваем и вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот 2 петли до маркера. И третья, которая тут у нас 11. Мы их провязываем 3 вместе одной лицевой. Дальше переснимаем провязанную и вяжем пяточку 1, 2, 3, 4, 5 и потом 3 вместе. 2 вот берем с подошвы и 1 с боковой части изнаночной. Развернули. 1, 2, 3, 4 и также 2 с подошвы и 1 с боковой части. 3 вместе. Три вместе. Две. Три вместе. Одну. Дальше пересняли 3 вместе.
у нас осталось вот две центральные. Мы одну переснимаем. Эту мы убавляем с этой стороной, а эту мы убавляем с этой стороной. Теперь уже по две вместе. Две вместе сняли. Две вместе. Две вместе, перекрутили, две вместе. Здесь я уже взяла опять коротенькие спицы. Вообще весь тапочек можно короткими спицами связать. Мне 4 спицы хватило. Швов нет, только надо ниточки нам заделать. Сейчас мы здесь вот заделаем. У нас тут будет немножко расстояние. Вот тут как раз ниточка мы чуть-чуть стянем сейчас. Если вы еще это не сделали, то сейчас вместе сделаем. Так, последние две вместе. И здесь последние две вместе. Отрезаем ниточку. Здесь я крючком затянула и вот сюда вот под эту косичку спрятала хвостик. Вот такая у нас получилась пяточка. И теперь вот здесь, видите, хорошо. А здесь вот мы добавляли тут ниточку, поэтому здесь как-то вот немножко надо подправить. Вот так я стянула. И сюда вот ниточку заделать. Все, девочки, постаралась вам все подробно рассказать, показать, измерить, показать каждую петельку. Я думаю, вопросов быть не должно. Меряем на колодочку. Вот они, очень плотненькие. Вот смотрим. Вот такие красавчики у нас получились сегодня. Если кто хочет обвязать, пожалуйста, возьмите крючок и обвяжите здесь вокруг. Но я не хочу обвязывать. Они и так высокие, удобные, очень хорошо на ножке. Полностью связаны лицевыми петлями. Принцип работы, я думаю, всем понятен. Ну, буду я на сегодня с вами заканчивать этот урок. Кому понравились эти тапочки, пожалуйста, вяжите, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждут еще очень много интересных видеоклассов, видео-мастер-классов. Я постараюсь давать вам несложные, простые и очень красивые модельки. Ну, на сегодня я с вами буду прощаться. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Всем пока. Жду вас на своем канале.